Здравствуйте! Сегодня я хочу рассказать и показать, как связать вот такой узор тунисским крючком. Вязала я его из пряжи Пехорка, детская новинка, детская серия. Это стопроцентный высокообъемный акрил. В 50 граммах 200 метров. Крючок 3,5 миллиметра. Также в этом видео я расскажу и покажу обозначения, которые встречаются именно здесь, в этом узоре. Вяжется узор несложно, главное быть внимательным. Значит, первые два ряда в вязании не участвуют. То есть они в высоту раппорта не входят. Вот мы их провязали и все. И дальше вяжется только 4 ряда. 1, 2, 3, 4. И опять 1, 2, 3, 4. И так далее. Что можно вязать таким узором? Ну, как всегда, джемпера, кофты, кардиганы, пуловеры. Ну, кто что придумает. Для данного узора мы должны провязать количество тунисских столбиков, которое делится на 8 плюс 5 и плюс 2 столбика кромочные. Я буду набирать на 2 раппорта. То есть вот у меня кромочная одна, затем у меня раппорт 8 тунисских столбиков, здесь тоже один тунисский столбик, еще один раппорт, тоже 8 тунисских столбиков, затем в самом начале 5 тунисских столбиков. И потом идет у нас один столбик тунисский, кромочный. Значит, вот это раппорт. Это тоже. Так, 8, 8, 5 и 2 кромочных по одной. Итого мы получаем 23 тунисских столбика. Набирать я буду на дополнительную нить, как всегда, чтобы потом были у меня открытые петли. А набирать мы будем 24 воздушные петли. Итак, берем дополнительную нить, ну я по крайней мере на дополнительную нить, и набираю петли. И петли вяжите слабо, чтобы потом можно было за протяжки зацепиться. Итого 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее. Набираем для образца 24 воздушные петли. Набрала я 24 воздушные петли. И теперь чтобы петля не распустилась, мы сначала в нее провяжем, а
потом за протяжки будем вязать тунисские столбики. Итак, набираем до конца ряда. Причем, смотрите, я дополнительную нитку не отрезаю. Мы ее потом впоследствии здесь распустим. Значит, провязывайте тунисские столбики в количестве 23 штук. Набрала я 23 тунисских столбика. Обязательно пересчитайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23. Встречаются схемы вот с таким обозначением. Допустим, один ряд, только вот такие палочки нарисованы. Вот такие. Это говорит о том, что это вот эти петли. А следующий ряд показывают сверху над ними вот так обозначение. Это значит, изнаночный ряд вот таким образом провязывается. То есть нарисованы два ряда. Вот так один и вот так второй. Вот такая схема может попасться. Может схема быть, в которой сразу отмечены вот так столбики. То есть они вот эти два ряда соединили. И сразу дают схему тунисских столбиков, а этот ряд уже не показывает. То есть вы провязываете лицевой ряд и изнаночный. Вот. Значит, это одно и то же. Надеюсь, это понятно. Ну и теперь закрываем до конца ряда. То есть вяжем изнаночный ряд. Связали мы с вами ряд. Я не говорю, что это первый. Это подготовительный. То есть это нулевой ряд. 0. Мы его в дальнейшем не будем провязывать. И он в раппорт в высоту не входит. Вяжем следующий ряд, и он тоже будет подготовительный. Кромочная есть. Затем провязать 5 столбиков. Перед раппортом 1, 2, 3, 4, 5. И теперь начнем вязать раппорты. Значит, в тунисском вязании тоже есть вот накид, он так обозначается. Есть наклон влево. А есть наклон вправо. И в этом же образце, что мы будем вязать, есть вот такое обозначение, по-русски как буква F. Это столбик тунисский.
под изнаночный ряд. Вот под, я вам и вот такой значок поставлю, под изнаночный ряд. И вот сейчас мы с вами будем вязать, и я буду рассказывать. Значит, провязали мы с вами эту часть и вяжем раппорт. Делаем накид. Накид делается к себе. 2 петли с наклоном влево. Это обычно берется 2 петли. Вот мы их провязываем, вот эти. Так, накид держите, потому что он может свалиться. И 2 петли провязываем просто вместе. И дальше вяжем 6 столбиков тунисских. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы закончили первый раппорт. Переходим ко второму. Сразу. Вот эти мы уже больше не вяжем. Они вяжутся только в начале ряда. Вяжем второй раппорт. Опять накид. 2 с наклоном влево. И 6 столбиков обычных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть мы связали полных 2 раппорта и 5 петель перед раппортом. И теперь 1 кромочная. Так, и закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, вот здесь 7, 8. Вот здесь накид не теряйте, будьте очень внимательны. И так закрываем до конца ряда. И вот этот ряд, который мы только что с вами провязали, он тоже в раппорт не входит. Тоже нулевой ряд. А вот теперь мы будем с вами вывязывать первый ряд раппорта. Вяжем эту часть. Теперь здесь уже будет не 5, здесь будет количество меняться. Вот я вам поставлю так вот точки. То есть количество будет разное, не 5. Значит, вяжем вот эту часть. 3 столбика. Всего-навсего. 1, 2, 3. Теперь нам нужно связать 2 столбика вместе с наклоном вправо. Обычно все привыкли как вязать? Вот так. А вправо вяжется немного по-другому. Тоже сюда. И сверху нитки. И протягиваем. Затем делаем накид. И вот здесь у нас отверстие. Провязываем вот такой столбик под вот под этот ряд, под изнаночный. Опять накид. И теперь наклон влево. То есть просто 2 столбика провязываем вместе, как обычно.
Затем 3 столбика обычных. 1, 2, 3. То есть 1, 2, 3. 3 петли у нас теперь было вот здесь вместо 5. И мы провязали 1 раппорт. Вяжем второй раппорт. Две петли с наклоном вправо. Накид. Под изнаночный ряд. Накид. 2 петли с наклоном влево. И 3 столбика. 1, 2, 3. Раппорт закончен. Но петли еще остались. Значит, мы должны вязать следующий раппорт. Сколько петель у нас здесь хватит. Вот такой узор интересный. То есть мы начинаем с вами вязать следующий раппорт. Настолько, насколько хватит петель. 2 вместе. Накид. И кромочная. Это типа пошел 3-й раппорт. Вот я стерла кромочную, да? И вот у нас пошел типа 3-й раппорт, где 8 петель. Вот здесь будет теперь кромочная. Но мы провязали только некоторое количество, а остальное мы не провязали. И теперь закрываем. Как обычно, не пропускайте накиды. Итак, закрываем до конца ряда. Вяжем второй ряд. Значит, вяжем эту часть. Не 5 столбиков, а только 2. 1, 2. Теперь вяжем раппорт. 2 петли с наклоном вправо провязать вместе. Сверху набрасываем и провязываем. Затем накид. И теперь мы должны провязать тунисский столбик под косичку закрепления или изнаночный ряд. Он как раз попадает под накид. Следующий столбик в столбик. И опять вот сюда под накид, то есть под изнаночный ряд. Вот этот столбик. Дальше делаем накид. И 2 петли провязываем с наклоном влево. Обычным методом. И 1 обычный тунисский столбик. То есть мы закончили с вами 1 раппорт. Следующий раппорт пойдет 2. Значит, здесь мы уже эту часть не трогаем, а вяжем 2 сразу раппорт. 2 петли с наклоном вправо. Есть. Накид. Затем в отверстие. Затем под столбик. Опять в отверстие. Накид. И 2 петли с наклоном влево. Обычным методом. И 1 обычный тунисский столбик.
Раппорт закончили. Но у нас остались еще петли. Значит, мы опять вяжем 2 петли вместе с наклоном влево, накид. И вот здесь у нас был накид с вами. Вот под него провязываем столбик и кромочный. И закрываем. Не теряем накиды. Считайте, проверяйте себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И считайте так до конца ряда. Закончили мы с вами второй ряд. И переходим к третьему. Значит, кромочный столбик у нас есть. Дальше вяжем эту часть. Здесь у нас будет 1 тунисский столбик, затем 2 с наклоном вправо. И накид. Все, мы эту часть провязали. Вяжем раппорт. Под изнаночный ряд вяжем тунисский столбик. Вот мы его провязали. Затем вяжем столбик 1, столбик 2, столбик 3. И 1 провязываем. И вот сюда. Это мы провязали вот этот столбик. Дальше делаем накид. И теперь мы вот эти 3 петли должны вместе провязать. Ну, можно было бы, конечно, 3 вместе провязать. Но мне так не очень нравится. Я буду провязывать по-другому. Значит, накид я делаю. Накид держите. Смотрите как. Берем первый. 1 пропускаем и последний. И провязываем. Петлю вытягиваем. Накид держим. А теперь средний берем и через него протягиваем эту петлю. И средний столбик у нас стал посередине. И на схеме вот это обозначается вот таким образом. И после соединения делаем накид. И раппорт мы с вами первый закончили. Вяжем второй раппорт. Под изнаночный ряд вяжем столбик. Этот 1, 2, 3, 4. И сюда вяжем опять же вот этот 5. Далее делаем накид. Берем первый столбик и третий. 1 пропускаем. Провязываем. Накид держим, не теряем. Петлю эту вытягиваем. Захватываем средний. И через него протягиваем. И делаем накид. Мы закончили второй раппорт. Но остались еще петли. Мы снова вяжем столько петель, сколько хватит нам. То есть вот сюда в отверстие вяжем 1, затем 2,
и кромочная. И закрываем. Посчитайте петли, проверьте. Может, вы накиды потеряете. Вот накиды не теряйте. Итак, закрываем до конца ряда. Вяжем с вами 4-й ряд. Кромочная есть. Дальше вяжем вот эту часть. Один, два. Вот здесь у нас накид был. Вот сюда вяжем под цепочку в отверстие. 3, 4, 5. 5 столбиков. Вот эту часть мы провязали. Переходим к раппорту. Накид, наклон влево, значит 2 столбика провязываем вместе. И дальше столбик в столбик, столбик под косичку закрепления, это уже 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт закончили. Вяжем следующий. Начинаем с накида. 2 столбика вместе. Столбик в столбик. В отверстие. Опять столбик в столбик. В отверстие. И 2 столбика. 1 и 2. То есть у нас раппорт здесь полностью вошел. Этих нету никаких. И кромочная. И закрываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вот. И это весь узор. То есть только 4 ряда, вот эти 2 мы только в начале вяжем. Вот. А дальше 1, 2, 3, 4. И опять вяжем выше. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. И так вяжете этот узор. Когда вы его закончите, обвязывайте. Там, может, обвязывать будете, может, нет. Ну, это дело хозяйское. Вот. Я вот так столбиками без накида просто обвязываю. Почему я вам показываю, сейчас посмотрите. Вот этот столбик мы провязываем. А
Вот здесь у нас накид. Как накид заметить? Вот видите, тут петля как-то расположена интересно. Вот здесь. Вот сюда это накид. Сюда тоже надо провязать столбик. Здесь одна петля. Дальше вяжем. Сейчас чуть-чуть еще покажу. И вот смотрите. Вот у нас столбик. А вот здесь накид был сделан. Вот видно даже. Вот из-за этой петли видно, что накид был. Значит, вот этот столбик вы провязываете, закрываете. А вот здесь накид обязательно сюда провяжите. Иначе у вас полотно будет неровное. Вот и так закрываем до конца ряда. Значит, надеюсь, понятно, что вот сюда в отверстие обязательно нужно провязать, то есть закрыть. Когда закроете до конца этот ряд, распускаете эту часть и тоже столбики у вас никуда не убегут и обвязываете. Ну и вот такой узор в итоге должен получиться. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.